Добрый день, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Испечем знаменитый шведский пирог. В оригинале он выпекается с яблоками. У меня сегодня будет с грушами и малиной. Тесто просто волшебное. Оно мягкое, пушистое, оно универсальное. И выпекать такой пирог можно абсолютно с любыми ягодами или фруктами. Будет потрясающе вкусно. В описании под видео указано количество ингредиентов. В чашу миксера вбиваю яйца, добавляю щепотку соли и взбиваю приблизительно 1-2 минуты до появления пышной пены и побеления всей массы. Затем всыпаю сюда сразу весь сахар и добавляю пакетик ванильного сахара. И буду взбивать приблизительно 8-10 минут до увеличения массы вдвое. А пока я помыла и очистила груши и нарезаю такими крупными вот скибочками. Я немножко взбрызгиваю лимонным соком. И у меня груш оказалось не очень много, поэтому я буду использовать еще и малину. Тесто у меня к этому времени уже взбилось, вернее яйца. Я добавляю в него растопленное сливочное масло. Я его растопила заранее и охладила. Снова перемешиваю, но уже недолго. И затем вливаю молоко комнатной температуры. Можно даже слегка подогреть. Снова перемешала секунд 30, муку смешиваю с разрыхлителем и просеиваю сразу в чашу миксера. И теперь на небольшой скорости замешиваю тесто, а затем постепенно скорость миксера увеличиваю и продолжаю замешивать. Вот так вот лопаточкой помогаю, снимаю со стенок, чтобы все было однородно. И как только все ингредиенты соединились, взбивать достаточно. Тесто получается очень мягкое, такой кремовой консистенции. Форму я застилаю пергаментом. Выливаю сюда сразу все тесто. Духовку заранее нужно разогреть на 180 градусов. И теперь я вот так вот разравниваю, распределяю по всей форме теста. И далее выкладываю груши. И тут камера моя потеряла резкость. Извините, я этого не заметила. Но выкладываю скибочки груш в хаотичном порядке, неважно как. Можно какой-то и узор выложить, это уже как вы хотите. И поверху выкладываю малину. Сверху все это я присыпаю сахаром. Будет очень вкусная такая сахарная корочка. И выпекаю пирог 45-50 минут. Обязательно проверяйте на готовность шпажкой. Она должна быть абсолютно сухой. Даю немножко пирогу остыть, выкладываю на доску и затем уже удаляю пергамент. Пирог получается неимоверно мягкий, он просто пушинка. В нем большое количество сливочного масла и также сахара. Я знаю, что многие будут мне об этом писать, но поверьте, это того стоит. И нужно всегда помнить, что сахар влияет не только на сладость, но и на качество теста, на мягкость и пушистость. Поэтому обязательно ничего не меняйте, попробуйте. Пирог получается достаточно большой, он в меру сладкий, тут все пропорции выверены идеально. Выпекайте с яблоками, с грушами, с чем угодно. Потрясающий вкусный пирог. Вот просто попробуйте и напишите мне свой отзыв в комментариях. Всем мира и добра!